Здравствуйте, мои дорогие девочки! Приветствую вас на канале. Почему девочки? Потому что с девочками хочу поговорить, как мы живем после 50. Если честно, многие женщины после 50 живут с ощущением, что основная жизнь уже позади. Но есть один факт, о котором говорят редко, но я говорила уже несколько раз в своих видео предыдущих, несколько лет тому назад. В среднем после 50 у женщины остается примерно 25-30 лет активной жизни. Это не доживание, это почти целый новый этап. И вопрос тут не в возрасте, а в том, как эти годы будут прожиты. И вот тут часто происходит ошибка мышления. Мы как будто бы делим жизнь так: до 50 жизнь, после 50 это уже спокойное ее завершение. Но в реальности тело, мозг, энергия все еще работает. Да, оно работает по-другому, но оно работает. И проблема не в том, что поздно. Проблема в том, что многие просто перестают планировать будущее. И я реально знаю людей полно, которые считают что-то новое начать, и чтобы был толк с этого начинания. Вот сейчас, в наши годы, кардинально новое начать, это невозможно. В общем, это бесполезно и так далее. И они просто боятся и ничего не делают. Люди приезжают сюда с других городов, чтобы посмотреть на всю эту красоту. А я хожу почти каждый день здесь. То есть у меня все в шаговой доступности, весь этот ботанический сад. Такая красотища здесь. Продолжим, да? Посмотрите честно, вот как это выглядит у многих женщин. День похож на день. Меньше новых событий. Рутина, вот в прямом смысле, съедает ощущение жизни. Нет новых целей, и появляется мысль. Ну, вот все и стабилизировалось. И вроде бы все спокойно. Но внутри есть тихое ощущение. А точно вот все. И теперь представьте другую картину. У вас есть не остаток жизни, у вас есть вторая взрослая жизнь. Не с нуля, как в 20, а с опытом, пониманием себя и без лишних иллюзий, вот этой шелухи. И это очень важная разница, потому что в 20 ты ищешь себя, а после 50 уже можешь себя выбирать. И вот здесь возникает главный вопрос. А что делать с этими 30 годами? Потому что можно прожить их в режиме как получится, а можно выстроить их как новый этап жизни. Может быть, не идеальным, но осознанным. Первое, что сильно меняет жизнь после 50, это, естественно, новые навыки. Не обязательно сложные, не надо лезть в дебри. Например, это, конечно, каждому свое, например, да, компьютерная грамотность, повысить ее немножко. Простые онлайн-профессии. Творчество вообще супер всегда. Вязание, дизайн, контент, не знаю, рисование. Иностранный язык в любом случае хорошо. Тоже не обязательно знать его в идеале, но очень подтянуть можно. Важно не успеть стать кем-то. Хотя я лично никогда не ставлю никаких границ и считаю, что все возможно и гораздо больше, чем многие думают. Но приятно вернуть себе ощущение, что я могу учиться и сейчас. Второе, важное. Финансовая опора. И здесь не про бизнес и миллионы, а про простую вещь, чтобы жизнь не зависела от одного источника. Это может быть подработка, вы сами ее там найдете, удаленная работа, например, да, открыть канал здесь на YouTube и показывать, как вы готовите, если вы умеете готовить. Потому что это самые быстро раскручивающиеся каналы. Люди готовят всегда будут смотреть, как красятся и как готовят. Или продавать свои изделия в Инстаграме. У меня знакомая вяжет крючком и вещи, и сумки, и даже обувь, а другая занимается керамикой, валянием, продает свои работы. Все, что угодно может быть, это на ваш вкус и талант. Монетизация опыта. Вот, например, набираете группу и занимаетесь йогой в лесу. Я вот видела, как на озере занималась группа. Или водите экскурсии по вашим вот каким-то местам.
Или кого-то учить чему-то, например, тоже можно. Но надо, чтобы вам нравилось. Я вот давала частные уроки рисования взрослым и детям. Им очень нравится, а я поняла, что я не люблю учить. Но есть люди, они обожают учить. Вот наберите группу и рассказывайте, показывайте им, например, как украшать торты или там цветы пересаживать. Маленькие регулярные доходы. После 50 это дает не просто деньги, это дает спокойствие. Третье, здоровье. Но не в формате борьбы с возрастом, а в формате, чтобы было достаточно энергии жить свою жизнь. Возвращаемся к теме кратковременного голодания. Информацию подробнейшую найдете у меня в плейлисте «Сухое голодание». Если вы, конечно, хотите активно жить и хорошо себя чувствовать. Ну, избавиться от болезней кое-каких. Потому что 30 лет – это много, если есть силы их проживать. И очень мало, если этих сил нет. И это надо понять, потому что у меня вот есть как пример, я знаю людей, которые притворяются постоянно немощными. Вот у врачей ноют. Они ничего много лет не делают, ничего нового не узнают, даже ничего нового не пробуют в еде. И так по 20, 30 и так далее лет. Для меня это, конечно, загадка, как они выдерживают такой многолетний день сурка, но это факт. И есть еще одна вещь, которую часто недооценивают – интерес к жизни. Не чем заняться, а что вообще вам откликается сейчас. Иногда после 50 впервые появляется возможность попробовать новое, что я уже говорила. Отказаться от лишнего, не доказывать никому ничего. И самое важное, после 50 ничего не заканчивается. Заканчивается только жизнь по чужому сценарию. И начинается жизнь, где можно выбирать темп, и это самое прекрасное. Ни под кого не подстраиваться, никуда не бежать, вот в своем темпе жить и так, как вы хотите. Выбирать людей, я даже скажу, очень внимательно фильтровать их, отсеивать вам ненужных. Или, когда вы сама поменяетесь, будете заниматься другими делами, у вас появятся новые друзья, старые, возможно, отвалятся. Ну и туда им и дорога, кто отвалится, значит, вам не по пути. Потому что нужно выбирать себя честно и быть честным с самим собой. У многих, кстати, с этим проблемы. Я это наблюдаю в течение своей жизни, потому что человек, может быть, неосознанно, не знаю, но врет сам себе. Ну, есть причины как бы для этого, наверное, у них. Ну, это странно наблюдать, но это факт тоже. И мне очень было бы интересно узнать, как вы сами чувствуете эти годы, если вам уже стукнуло 50, как спокойное продолжение или как этап все-таки, который еще можно прожить по-новому. Вот напишите в комментариях, что вы начали делать, если начали, нового, и насколько вам это вот все нравится. Вот очень интересно, потому что я, например, в 53 открыла этот канал, я начала голодать. В общем, у меня еще кое-какие там разные события произошли, и очень много. И у меня жизнь поменялась, и сейчас к 60 она меняется опять. Причем так, ну, такие крутые у меня повороты. Потом позже расскажу. Так что пишите, пожалуйста. Мне интересно, как у вас это. С вами была Наташа. До новых встреч. Пока.